Рамина — это сорт чайно-гибридной розы немецкой селекции Тантау, выведенной в 2015 году. Предназначена как для срезки, так и для выращивания в саду. Цвет у нее красивый, насыщенно розовый. Это роза Ромина, но чтобы не путали ее с розой Рамина селекции Кордес, она плетистая, это же чайно-гибридная. Ну, как видите, она довольно похожа на розу Эшли. Они приблизительно в одно время были выведены. Наверное, все-таки есть у них общие корни. И по цвету похожи, и по строению бутона. Так, конечно, роза очень красивая, классическая чайно-гибридной формы цветка, которая раскрывается больше в чашевидную форму. Также очень присутствует приятный, довольно сильный, насыщенный аромат у этой розы. Хорошо держит свои цветы, приблизительно дней 10, а в прохладную погоду и до 2 недель каждый цветок держится на кусте. Также и в срезке очень хорошо стоит. В общем, хорошая, красивая роза. Также и для нашей местности, для средней полосы и для Подмосковья. Сорт хорошо держит как жару, так и дожди. Ну, может быть, проливные дожди, крупные бутоны могут немножко замокать, но в целом хорошая устойчивость к непогоде. В общем, сорт имеет очень много наград. Также в 2017 году получил знак АДР. Это знак высшей устойчивости к болезням и отличных садовых качеств. Это о многом говорит. Даже с небольшими профилактическими обработками. Эта роза не болеет, редко замечена в болезнях. Но в любом случае профилактические обработки проводить надо. Сейчас вы видите с розы бук характеристики, кому удобно смотреть. Кусты вырастают очень мощные, с крепкими, толстыми и такие довольно шипастыми побегами. С темно-зеленой, крупной, глянцевой и плотной, здоровой листвой, которая весь сезон сохраняет свою декоративность. А также вообще кусты довольно декоративные, высокие, до 1,50 м в жарких регионах и до 1,70 м высотой, где-нибудь сантиметров 70-90 в ширину приблизительно вырастают. Зимуют в Подмосковье, как и обычные чайно-гибридные розы, под небольшим укрытием. Даже если подмерзают, все равно хорошо отрастают, восстанавливаются, растут и цветут. В общем, более подробную информацию можно найти внизу под данным видео.